У нас сегодня воскресенье уже. Вот такой вот солнечный день. С утра был довольно-таки прохладный. Я вот набралась ума, чтобы одеть пальто, потому что я вчера очень перемерзла. Вот. И вот сейчас жарко. Все как всегда. Чтобы погода наладилась, мне нужно одеть, получается, вот это вот пальто. Еду домой. Можно было бы, конечно, где-то прогуляться, но мне очень жарко. И все. Я уже ничего не хочу. Можно было бы, конечно, сходить в Праймерк и купить там бельишко нужно, марку купить, там свеженькое, носочки, такое все. Но не хочу, жарко. Поеду домой. Вот на неделю еще найду время, так сказать. Так, что это такое? Ой, боже мой, это метро вообще не работает, эскалатор, и вас уже задолбало одно и то же вам рассказывать, но это просто ненормально, честно. Такие огромные пролеты, все в ремонте. Может быть, чинят, может быть, есть надежда. Тут в Киеве война сколько лет уже, и все работает, по крайней мере. Если метро открыто, а тут гляньте, какие эти, как можно тут людям пожилым, у кого ноги больные там или еще что-то, ходить на колясках, как? И на этой станции, по-моему, даже лифта нет. Непонятно вообще вся эта система. Марк попросил на обед ему наггетсы, вот эти, которые с Lidl. Видите, какие они? Но они немножко не такие, как в Макдональдсе. Здесь больше какие-то они куриные. Не так много панировки. Я хочу вам сказать, что мне понравились лично, мне больше, чем в Макдональдсе. Больше, чем где бы то ни было. Реально очень мало панировки, но она есть. И прям такой сочный кусочек мяса. Ну, вообще класс. Боюсь, что я их теперь буду брать часто. Вчера воскресенье, что вы думаете, я делала? Ничего. Решила плюнуть на все и просто ничего не делать. Просто отдохнуть. Еще у меня вчера как напал жор. Даже не вчера, в субботу-воскресенье. Боже, хочется и хочется. Все мололо, все подряд. Это кошмар просто. Тут весна на горизонте. Тут нужно и так что-то с собой делать. Башка болит. А еще вот это вот как напало, вы знаете, прям до трясучки, вот прям хочется что-то съесть, блин, кошмар просто какой-то. Я не знаю, как это все тормозить. Простите, еще простыла. Уже вечером поняла, что что-то не то. С носа течет, какое-то в горле першение. Такое, ну не мудрено. Короче, все болеют, Марк такое себе, ну такое, знаете, с начальными признаками простуды. Так что ничего вчера не снимала, вот от слова просто совсем. Ну, там что-то там такое, там то крылья Марку еще доготовила, то Валерыч у нас вчера вообще что-то ничего тоже не хотел. Получается, вчера просто на таком лайте вот провели день. Так что сегодня уже понедельник, и у нас нидерландские, ну, наша песня хороша, начиная сначала. Все по кругу. Вот так вот. Я уже собралась, жду, потому что у нас ремонт все-таки у соседей начался. Они раненько сегодня понедельник приступили, поэтому мы все встали очень даже вовремя, попросыпались. Вспомнила, что про свои ботинки. Я же их тогда купила, получается, на Черную пятницу и не носила, потому что, ну, в ноябре было дело. Потом то холодно, то слякоть, то такое себе жалко было. Они все-таки замшевые. А сегодня думаю, чтобы его надеть. То все, знаете, вот думала, под то не подходит, под это то не подходит. Ну, стоп. У меня же есть мои скажите, мои ботинки. Поэтому вот такой вот лук сегодня. Зеркало нужно натереть за выходные. Все запылилось. Вот так вот. Девочки, мальчики. Не знаю, правда, было бы пальто какое-нибудь такое, знаете, черное, строгое. Или было бы вообще круто, или короткое. Ну, так, как есть.
Пока жду, пока Марк там нарядится, отвечу на вопрос про то, что я там ботокс себе колола. Девочки, ничего себе не колола и даже не думала. Если бы колола, я бы вам сказала, он мне даже в голову такой не приходит. Более того, у меня даже сейчас нет основы, ни тонального, вообще ничего. Это у меня просто этот автозагар, который я вам показывала у меня. И, скажите, просто бронзатор, румяна и все. Вот. Я просто пользуюсь, весь уход я вам показываю. Начала пользоваться ретинолом на ночь. Вот эти вот патчи под глаза и видите, вуаля. Вот. Все-таки я сама вижу, что немножко лучше, чем было до этого. Поэтому, если буду что-то себе делать, я, конечно, вам скажу. Губы колола, я вам сказала. Все, что не делаю, все говорю. Вот, но я не особо, я не маньячка. Вот по поводу вот этого внешности своей и всего вот этого. То есть, когда уже, конечно, будет все прям печаль-печально. Если у меня будет возможность на это, то, конечно, может быть, я что-то сделаю. Но, скорее всего, вряд ли. Вот, потому что я смотрю, у нас даже девочки есть 30 чем-то лет. Вот она сама косметолог. Вот, тоже она с Украины, но она... Сейчас сначала в этом, скажите, в Амстердаме они жили, а потом приехала. Ну, вот знаете, вот как налитое какое-то, как отекшее лицо, ну, прям так это все видно, что наколото, и ей только 30 чем-то лет, еще молодюсенькая, не знаю. Вот, и оно становится лицо, ну, как под копирку, вот сразу с другими женщинами, которые-то себе все колят, им даже видно, в какие места. Понимаете, оно какое-то становится как, я не знаю, прям все какое-то надутое, блестящее, какое-то, одутловатое такое. Ну, не знаю, даже мне такое не очень нравится. Может быть, какие-то технологии еще будут новые. Ну, в данный момент я думаю, что для моего возраста, не все так плохо. А на лбу у меня вообще нет морщин. Вообще, если вы имеете в виду, что лоб у меня... Видите, у меня все ходит, у меня вообще на лбу просто физиология такая. У меня вот эти вот мимические вот здесь, потом вот здесь пошла морщина. Ну да, это есть. Ну, я считаю, это прям не катастрофично. Пока, может, ему нужно было что-то уколоть. Ну, это как подсядешь, ой, все, то будешь потом бегать туда, как на работу, колоть каждый день. И в итоге будет черти шо. Короче, ладно, как есть, так есть. Будем жить. Тут сейчас разведка главное. Тут, сейчас совсем другое в голове. Пришла со своих курсов, уже вечер, уже почти 6 часов вечера. Еду уже по другим делам. Вот, поняла сегодня, что экзамен я не сдам. Это уже точно, это уже без преувеличения. У нас в четверг будет первый экзамен по 2.1. Нет у меня, честно, ни времени. Сейчас просто в голову не лезет от слова совсем. Вот этот уровень, вот эти вот слова, вот эти вот форма глаголов, все это, не лезет. Я не могу заставить себя, тут даже ничего не могу сказать, я просто сама не могу заставить себя садиться учить, потому что для моего мозга это сейчас очень сложно запомнить все эти слова, все эти спецвербум, не сдам, я не хочу даже ничего. Пробовать-то буду, мне в любом случае нужно идти, но я не сдам. Вот, все будет сложно. И что хотел сказать? Ничего. Хотела сказать, что не сдам. Из этого настроения нет, еще приболела. И еще самолеты летают. Тут уже дня 3. Просто безостановочно. Вот. Над городом. Так, я зашла в магазин за яйцами. Потихонечку стала снова собирать. То одно, то второе нужно, то третье, то 10-е. По идее, какой-то десерт нужно взять домой. Девочки, разболелась, я что-то в край. Сижу, пью чай, вот, лупанула шоколадку целую. Вот, и сижу, смотрю, в общем, готовлюсь, вот эти вот люстры, видео начала пока с таких, с простеньких, вот, видите, вот одна звездочка. Вот, отвечаю на вопросы, а за эти дни хочу сложнее и сложнее, хотя бы пока с простых. Нам сегодня дали сайт, вот, учительница, поэтому хочу этим позаниматься. Видео монтировать сегодня не буду, потому что даже нечего монтировать. Собственно, вчера был выходной, дома пробыла, ничего вообще не снимала, ничего не делала. Сегодня тоже школа, и все, съездила по делам, и все, приехали вчерашние, поели там суп, даже ничего не готовила, вообще ничего снимать. Поэтому вот такие вот показываем
чем занимаюсь. Вот учу пока эти... Не учу, а слушаю тексты, потому что в четверг у нас будет люстерен. Слушать тексты, ну, понятное дело, они там будут сложные, отвечать на вопросы. Ну, хотя бы надо, чтобы ухо, знаете, приловчилось слова ловить на слух, синхронно понимать. С этим проблема. Это совсем проблема. В общем, сейчас у меня потеряна, долго не занималась, не учила слова и такое. Короче, ладно, уже как будет. Следующий день. Посмотрите, что творится вокруг. У нас прям серьезный ремонт в подъезде. Вот здесь вот по соседству. Смотрите, что творится. Вот там вот справа я вам уже показывала. И так везде. С приходом весны просто массово город погрузился в ремонты. Что-то прям какая-то эпидемия. В прошлом году такого я не замечала. Вообще даже приблизительно. Вот такие звуки вот прям на каждом шагу. А я разболелась уже вовсю. Посмотрите на мое утекшее лицо. Сегодня проснулась вот такая вот вся. Бегу сейчас на маникюр. Дело святое. Отменять ни в коем случае нельзя. На улице 17 градусов сегодня будет. Это замечательно на самом деле. Представляете, я относила 4 недели. Прям, ну, безукоризненно, я бы сказала. Вообще нигде ничего. Можно было бы еще недельку ходить, но я уже записана. И все же, ну, знаете, на ногти нагружать не очень хочется, но я очень довольна. Даже в спальных районах, видите, везде стоят парковочные автоматы. Оплачивать нужно обязательно. Вот. Ну, по выходным, по-моему, есть в кое-каких местах какие-то там поблажки. А так вообще, конечно, да, за парковку нужно платить везде. Вот. А у меня сегодня еще прилично дел. Не знаю, как я буду себя чувствовать. Потому что прям с утра уже вообще отвратительное такое ощущение, как будто бы и не спала. А я это, собственно, не спала постоянно почему-то. Это у меня уже, не знаю, ночь 3-ю или 4-ю я вообще почему-то со сном проблемы начались. Ладно, идет Трамп, и это сделала новую форму. Хотела сделать френч, а потом решила просто пока сделать новую форму. Овальные. Подрастут, будет еще красивее. Мне очень нравится. Честно, квадратные уже надоели. Я всю жизнь делаю квадратные. Плюс-минус одну и ту же форму. Ну, понятно, каждый мастер там пилит по-своему. Вот, но мне нравится. Вот. Вот так вот. В следующий раз сделаю френч, решила. Вот так вот. Иду сейчас в микс-маркет, куплю пельмени, потому что сегодня готовить у меня времени нет. Потом хочу сходить еще вот этот, ой, Тедди, или как он там называется, вот этот немецкая вот эта вот марка магазина «Все для дома». Хочу взять бумажные полотенца. Такое все. Хотела вернуться в Вибро, а потом думаю, господи, надо же и туда, и в микс-маркет, и обратно. Потом возвращаться. Не хочется ходить. Везде стройки, везде пилят, ремонтируют. Прям, ну да. И Даша моя там тоже говорит, там у нее там одни знакомые, там вообще живут и вообще с двух сторон. Вообще прям стройка затеялась. Люди просто дома жить не могут. Ну, они бельгийцы. Это не то, что там наши там. Можете сказать, там, что что-то всегда не нравится. А именно бельгийцы говорят, ну это просто кошмар. Затеяли прям стройки с двух сторон. Вот таунхаузы, знаете, вот идут. И прям у людей с двух сторон. И тут, знаете, могут начать и в 7 утра, и в 6 утра вот уже дрелить, сверлить. Ну вообще. То есть, ну, такое. Смотрите, вот смотрите, я была здесь меньше месяца назад, маме ездила. Там что-то брала. Вот. Этого не было. Я вам показывала вот эту улицу еще. Не было вот этого всего. Солнышко неимоверное. Люди же все разделись. Уже хоть раздетые. Понятное дело, здесь мы видим людей, которые приехали на машинах, конечно, в автомобиле. Вообще удобно. Можно в футболочке. Зашел, пришел, вышел.
Вот, ну вообще теплынь. Я еще удивляюсь, почему до сих пор листочки не появились, потому что уже достаточно долго держится тепло, неделю точно. Вот, только начало марта. Так, мне тут только пельмени, только сметана, все. И я побегу дальше. Очень цены растут, я вам скажу. А с вот этими событиями в мире, что вот такое еще с нефтью творится. И это, понятное дело, сейчас цены просто вырастут неимоверно на все. Не знаю, мне страшно представить, девочки. Если это все не прекратится, что это вообще будет в плане цены, в плане вообще нашей с вами жизни. Сейчас хорошо будет, еще, наверное, лучше. Я недавно купила у нас в Джамбо, нашла укроп, там маленький. Вы видели, какой малюсенький пучочек за евро с чем-то. Малюсенький, малипусенький. Поэтому сейчас возьму укроп и возьму лук. Прям пахнет мне весенним салатчиком. Правда, не знаю, с чего еще буду его готовить, но возьму. Чем мне нравится еще Марксен, вот этот городок, тут все практически находится на одной улице. Все магазины, все возможные. Я даже успела, у меня 10 минут оставалось до маникюра, и я даже успела еще в Танге забежать купить марку орехи. Вот, потому что я съела весь его миндаль. Мы с мужем брали, и у меня по вечерам какая-то просто напасть. Мне так хочется орешков. И я, короче, съела весь его миндаль. Вот, но я знала, что сегодня буду ехать на маникюр, поэтому говорю, я тебе куплю новую новую пачку. Вот. И я успела, представляете, вышла на одной остановке. Купила, быстренько забежала, там на кассе на одной было вообще свободно. Вот. Быстро вышла, новый трамп подъехал. И я, представляете, 10 минут, еще приехала на 2 минуты раньше. Но это вообще удача сегодня такая у меня. Потому что, так не хотелось возвращаться, туда-сюда ходить. Короче, нравится мне это место тут. Все на одной линии и ходят вообще один за одним трамы, везде остановки. Вон здесь вообще, знаете, сколько здесь магазинов. Здесь и Юск, там просто он чуть подальше, дольше надо пройти. Тут какие хочешь на выезде. Хорошие бельгийские есть такие добротные, и с этими, со строительными материалами, и с техникой. Вот, и мебель, в общем, все здесь есть, и банки даже есть. Вот, и даже вон есть немецкий Тедди, он вообще не везде есть. Я вам скажу, точно так же, как и наш Юск. Он в этом регионе, он только здесь. И все, больше не видела. Я пойду сейчас в этот Тедди, куплю бумажные полотенца. Что там еще дома? Салфетки, по-моему, какие-то. Такое. Все позаканчивалось. Все в один момент. Как всегда. Это бывает. Смотрите. Грандо Кукинс кухни. Девочки, пришла домой, ума не приложу, что его поесть. Самое интересное, что и то не хочется, и это не хочется. Хочется что-то вкусненького, такого, знаете, или молочного, или овощного. Вот что-то такое. Вспомнила, у меня же эти, скажите, кабачки лежат, покупали вот на днях. Вот с одной стороны, думаю, оладьи, хочется прям оладьи. С другой стороны, уже сколько? Уже 8 часов. Не хочется туда вот на ночь жарить начинать.
Вот. И я вот это хочу туда, сюда. Купила же сегодня пельмени и понимаю, что ну, я не хочу пельмени. Ой. Блин. Хотела так, чтобы 150 тарелок не пачкать. Придется пачкать. В общем, решила все же немножко заморочиться. Ничего страшного. Навоняю. С парочки буквально сделаю. А здесь 3 штуки оставлю на что-то другое. Я так решила. Муж все равно будет пельмени. Поэтому... А мне хватит. Да. Чайник включил. Ровно 3 минуты заняло. Яйцо одно, мука, соль, перчик, все. Морковку не кладу, чеснок тем более не люблю. Ни вообще, ни в соте, ни в икре не люблю. Но только скажите, когда только режешь кружочками люблю, обжариваешь, да? И сверху майонез с чесночком и сырок или помидорка. Только в таком случае. Думаю, хватит, да? Как вы считаете? Много муки тоже. Будут потом буцки такие. Нормально. Тут даже и Валерочки хватит. Если он захочет. Но, когда есть пельмени, конечно же, кабачковое оладье, это несерьезно. А, в Волонии ты был, да? Приехал Валерочка, привез нам шоколад молочный. Это французский. Точнее, он, наверное, бельгийский, но с французской стороны, да? Я пока не могу найти. А, ну это наш, это бельгийский. Вот этот. Коте де Гор. Да, они у них просто разные там есть виды. И дубайский. Я его прям много, если честно, не пробовала. Когда-то ты привозил, да, Валерусь? Я уже не помню откуда. Дубайский. Что-то я его не совсем поняла. Ну, какой-то ты, то ли батончики, да. Такое привозил. Если честно, я его не совсем и поняла, что было просто сильно сладкое и все. Вот. Так что вот такие у нас дела.